Имеется вот такой домик из бруса, в котором необходимо произвести некоторые работы. Это нежилое помещение, больше предназначено для различных хозяйственных нужд. По этой причине я буду стараться снизить общие затраты на материалы. Первое, что необходимо сделать, это заменить пол. Сейчас на полу лежит необработанная доска и, естественно, пол неровный с щелями. Сейчас я демонтирую старый пол. На этом этапе я столкнулся с такой проблемой, как черные саморезы. У них постоянно то срывает шлицы на шляпке, то срывает саму шляпку, что, естественно, приводит к трудностям и при демонтажных, и при монтажных работах. В общем-то, эта проблема преследовала весь рабочий процесс. Сюрпризом, конечно, для меня это не было, но все равно было неприятно. Из-за низкой стоимости этих саморезов приходится мириться с их недостатками. Но на ответственных объектах лучше их не использовать. Прежде чем начать укладывать фанеру, необходимо сделать каркас. Это надо сделать так, чтобы лист фанеры по периметру и в центре имел опору. Для сборки каркаса я использую саморезы и гвозди. В утеплении пола я не стал ничего менять, потому что для данного домика его отсутствие или присутствие не имеет никакого значения. Просто я не стал тратить на это время. Фанера толщиной 15 мм. Вообще 15 мм для пола это маловато, но для данного помещения хватит. Прежде чем прикручивать фанеру, рекомендую засверлить в ней отверстие.
Пока я стелил второй ряд фанеры, я понял, что совершил ошибку при монтаже первого ряда. По тому краю листа фанеры, который примыкает к стене, я не сделал в каркасе опорные бруски. Подумал, что и так сойдет. А так как фанера толщиной всего 15 мм, их отсутствие ощущалось при ходьбе, поэтому пришлось разобрать, исправить ошибку и заново собрать. Укладку фанеры закончил, сейчас уберу пыль, грязь и начну стелить линолеум. Новый линолеум покупать я не стал, использовал бывшее употребление, который остался после ремонта в квартире. Его, к сожалению, не хватило, чтобы закрыть всю площадь пола. Но таковы особенности этого помещения. Еще раз повторю, что этот домик не предназначен для проживания людей, поэтому в выборе материала применен эконом-вариант. На этом пока все. Чуть позже я хочу здесь позаниматься немного стенами и электрикой. Попробую об этом также сделать видеоролик. До свидания.